Я не могу перестать готовить это, и сейчас вы поймете почему. Вы навсегда забудете про сухой куриный фарш. На сливочном масле обжариваем одну луковицу, берем грибы и нарезаем их ломтиками. Я обожаю такие ужины, потому что они подходят и для буднего вечера после работы, и для спокойного воскресного дня. Если вы часто думаете, что приготовить без стресса, сохраните рецепт, он правда выручает. Нарезали шампиньоны и обжариваем на среднем огне. Теперь берем 2 листа пергамента, выкладываем куриный фарш на пергамент и распределяем его вот таким образом при помощи ложки. Старайтесь сделать одинаковую толщину, так все пропечется равномерно и останется сочным. Готово. Приправляем солью, черным молотым перцем и немного сухого чеснока для аромата. Если вы любите такие простые и понятные ужины, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я делюсь только тем, что реально готовлю дома. Добавляем по столовой ложке сливочного сыра и вот так равномерно распределяем, размазываем тонким слоем. Так, не забываем про грибы, они уже практически готовы. Приправляем их в конце, когда они уже обжарились, солью и немного черного молотого перца. Все перемешаем. Посмотрите, как хорошо уже подрумянились грибы, очень ароматно пахнут. Теперь натираю сюда 2 зубчика чеснока. Вы можете взять чеснок по вашему вкусу, кто-то любит больше, кто-то меньше. Добавляем чеснок, перемешаем, и можно оставить на совсем маленьком огне или полностью выключить огонь. Нарезаем пучок петрушки, порубим мелко-мелко. И в самом конце добавляем немного петрушки к нашим грибам. Грибная начинка уже полностью готова. Еще раз ее хорошо перемешиваем и выключаем огонь. Аромат уже такой, что хочется просто все съесть прямо со сковородки. Но мы берем немного грибов и выкладываем грибы сверху на сливочный сыр. Кладите побольше грибов. Чем больше грибов, тем вкуснее получится. И поделитесь этим рецептом с тем, кто обожает курицу с грибами. А мы натираем сыр. У меня здесь моцарелла. Вы можете взять любой сыр, который хорошо плавится. Может быть чеддер или какой-то другой ваш любимый вид сыра. Посыпаем тертым сыром грибы, грибную начинку. И просто накрываем сверху пергаментом. Это делается очень просто. Немножко прижимаем, чтобы начинка осталась внутри и все хорошо держало форму. Слишком сильно прижимать не нужно, все прекрасно держит форму. Теперь пергамент сверху мы снимаем, можно его убрать. И просто отрезаем лишний пергамент ножницами. Готово. Перекладываем на сковородку или форму для запекания. Посмотрите, как это вкусно, сытно, аппетитно. Сверху тоже посыпаем оставшимся тертым сыром. Сыр придаст золотистую корочку, и они сохранят сочность внутри. И отправляем в духовку на 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы фарш полностью приготовился и остался сочным и очень мягким. А мы возвращаемся к нашим грибам.
они остались у нас после приготовления начинки, поэтому я сразу же советую готовить большую порцию грибов. Вливаем сливки, сделайте небольшой огонь, чтобы все тихонько томилось, и приправляем по вкусу специями. Я добавляю немного тимьяна и чуть-чуть сушеного чеснока или сушеного лука. Все перемешиваю и довожу до мягкого кипения. Аромат стоит просто потрясающий. Доводим до загустения соуса. Соус хорошо уварился, загустел. Посмотрите, какой получается он прекрасной шелковистой консистенции. Вот такой вот вкусный, аппетитный, очень сытный, сливочный. Количество сливок вы можете регулировать по вашему вкусу, можете добавить в процессе варки больше сливок или чуть-чуть бульона добавить куриного. Все уже готово, снимаем соус с огня. Также наша курица тоже готова, достаем ее из духовки. Золотистая, сыр расплавился, все прекрасно держит форму, только посмотрите, какая румяная, сырная, идеально пропеченная. Вы только посмотрите, как тянется сыр. Грибы дают глубокий, насыщенный, слегка чесночный вкус. Сверху поливаем нашим грибным сливочным соусом. И уже не терпится поскорее попробовать. Такую курицу можно подать с любым гарниром, с рисом, пастой или просто с зеленым салатом. И каждый раз это будет очень вкусно и сытно. Давайте отрежем и посмотрим, что у нас внутри. Только посмотрите на этот потрясающий разрез, столько сыра, грибов. Это просто невероятно вкусно. Сочная курица, нежные грибы, тянущийся расплавленный сыр и нежнейший сливочный соус. Вкусно!